When I look into her eyes, I see paradise. We fell in love, so deep in love. Доброе утро, Санторини. К тому моменту, когда я вчера доехала, уже было темно, я почти не видела никаких видов. Но сейчас передо мной открывается просто шикарный вид на вулкан и залив, вода просто какого-то нереально голубого оттенка. Касательно комнаты, она очень прикольная. Я решила остановиться в столице. Это Thera или Фира, как ее еще называют. Соседи у меня какие-то попались шумные. Я не знаю, что они все утро делали, но это все не важно, потому что пришло время исследовать этот прекраснейший остров. Что у меня вообще в планах и что сейчас по погоде? Я думала, что будет прохладнее, если честно. Я не думала, что будет так жарко уже посреди дня. Я сейчас сижу, меня на самом-то деле все эти белые здания аж слепят. В Санторини есть несколько очень известных пляжей. Я хочу взять машину в аренду позже и поехать туда. Мне вчера официант в ресторане сказал, что сейчас очень крутое время посетить Санторини. Нету толпы туристов, тем более еще в связи с короной. Греция только открыла страну, и остров стал только принимать туристов. В общем, сегодня я буду больше отдыхать и смотреть, как я могу распланировать свой досуг на ближайшую неделю. Первым делом мне было очень интересно проехаться на канатной дороге и спуститься в порт. Туда я и отправилась. Цена проезда 6 евро в одну сторону. Можно сюда спуститься пешком, либо же на ослике, но мучить животных как-то не хочется, а пешком было идти жарко. Кстати, моя комната находится вот где-то там. Когда смотришь сверху, внизу вообще практически ничего не видно. Короче, я люблю иногда тупануть и забыть самое важное. Это шляпа от солнца и шлепки. Мне пришлось их купить здесь. Шляпа стоит 12 евро. Это для Греции очень дорого. Но сейчас очень жарко уже, поэтому мне надо защищать свою кожу от солнца, иначе я сгорю в первый же день. Что я вообще здесь делаю? Я спустилась к подножью на канатной дороге посмотреть, почем прогулки на лодках. Здесь очень близко находится остров с вулканом. Я хочу его увидеть. И я сделала вывод, что лучше бронировать лодку онлайн. Онлайн можно взять лодку за 40 евро. Это будет лодка на 5-6 человек. А если брать у участника, то это будет 100 евро с человека. Так что разница очевидная. Просто чтобы вы понимали стиль парковки на Санторини. То есть, просто машину ставить посреди проезжей части. А чё? Ну что ж, понеслась. Начинаем колесить по Санторини. Первой остановкой был этот пляж, расположенный возле какого-то завода. Но людям это совершенно не мешало тут отдыхать. Кстати, вам на заметку, вода была тут теплее, чем на других пляжах. Какого-то особого плана у меня не было, я просто ставила отметки на карте и приезжала в эти места. Начала я с юга, и я доехала к маяку. Сюда многие приезжают на закат, но я вам скажу, что и днем здесь виды были шикарные. Ну а дальше я решила снова поехать на пляж, и тут меня ожидал сюрприз. Позади меня это страшная дорога.
Я не знаю, как я сюда доехала, причем, что главная дорога очень хорошего качества. Нет никаких ям, заправки на каждом шагу. Наверное, эти заправки стоят там для того, что если ты уже свернешь на вот эту вот глиняную дорогу, назад пути не будет, потому что качество дороги просто жесть. Здесь реально стрёмно спускаться. Абсолютно никаких отбойников нету. Поэтому тут, конечно, лучше не застревать. Но я не одна такая сумасшедшая. Тут на этом диком пляже есть еще 5 машин. Но вообще, в принципе, здесь берут квадроциклы для таких дел. Машина на этих дорогах не очень практичная. Дикий пляж. И оказывается, тут какая-то кафешка даже есть. Хотя, в принципе, не такой уж пляж и дикий. Лежаки присутствуют. И они здесь очень нужны, потому что песок, вот, вулканический, черный, с этими камнями. Очень неудобно будет на нем лежать. Как в воду тут зайти, наверное, тоже большой-большой секрет. Я думаю, надо в каких-то кроксах заходить, потому что тут одни камни везде. Короче, я маленько ошиблась с локацией. Я хотела попасть на Красный пляж. Там туристов будет явно побольше. Купаться там, кстати, нельзя. Говорят, что небезопасно. Я сейчас приехала в Акротири, хотела посмотреть на развалины. Музей закрытый. Сейчас еще до сих пор из-за ковида я об этом забыла. Поэтому я себе просто решила устроить брейк, выпить кофеечка, просто отдохнуть от этой жары, потому что в машине очень душно, в то время как на улице шикарный, просто прохладный ветерок. И поеду дальше в другое туристическое место, на набережную. Далее я остановилась в городе Периса. Из прибрежных городов тут туристов было больше всего. Ну и как же без экстрима? Я решила заехать на самую высокую точку Санторини. Опять же таки сюда многие приезжают полюбоваться на закат, но я бы не рекомендовала ехать по этой дороге в темноте. А вид действительно шикарный. А вот и самолетики. Дальше я спустилась в город Камари. Тут было очень тихо, поэтому надолго я тут не задержалась и направилась, наверное, в самый популярный город Санторини. Я бы не сказала, что мне тут очень понравилось по сравнению с городом Фира, но закат тут был действительно потрясающий. Но вот и пришел день моей долгожданной поездки на соседний остров. Вот и всем уже знакомая канатная дорога. А вот и лодка, билет на которую, кстати, стоил в итоге 20 евро. На лодке было всего 7 человек, и все разместились с комфортом. Первым делом мы направились к горячим источникам. Я в последний момент решила не купаться и... Как же я сейчас страдаю идти по этим камням в шлепках. Я думала, я буду купаться, поэтому я одела шлепки. В итоге я не купалась. Лучше бы одевала кроссы на хайкинг, вот честно. В любом случае, приезд сюда того стоил. Посмотрите, как красиво. Кстати, вот эта вот белая верхушка, это не снег, это домики.
я буду не я, если не найду себе какое-то странное развлечение в отпуске. Я решила взобраться на вулкан, чтобы увидеть кратер. Здесь есть действующий вулкан не на основном острове, на острове рядом. На этом острове, естественно, никто не живет, поэтому надо только специальную лодку брать, иначе сюда никак не добраться. Я, в общем, стараюсь всеми способами не сгореть. Шляпа – чек, шарф – чек. Со всеми этими красотами я совершенно забыла за ПЦР-тест, и я побежала в ближайшую клинику. Наткнувшись на очередь, я решила вызвать врача на дом, а разница в цене всего 10 евро. Калимера. Вот и подошел к концу мой отпуск. Я сейчас позавтракаю, уже буду ехать в аэропорт. Так я и не покупалась, как хотела, все из-за дождя, который пошел вчера, и вода стала на порядок прохладнее, да, и температура воздуха тоже. Особенно меня здесь добивал холодный ветер, я постоянно ходила в ветровке по вечерам. Я посмотрела на Санторини практически все, что я хотела посмотреть. Этот остров обязательно стоит посетить. Кстати, Санторини это не один остров, это группа островов, я об этом не знала раньше. Греция это вообще уникальная страна с шикарной природой и вкуснейшей кухней, но на островах можно, например, нарваться на очень неприятный ценник, поэтому если вы хотите попутешествовать бюджетно, сюда лучше приезжать в низкий сезон, и тут можно за многие вещи торговаться, например, за цену на проживание, за цену даже на такси. Но я в любом случае очень рада, что я сюда приехала. Кстати, совет туристам: не задерживайтесь на одном месте, постарайтесь посмотреть как можно больше. Если у вас нет возможности взять машину в аренду, здесь циркулируют автобусы, либо же можно до некоторых городов даже дойти пешком. Тут пляжный отдых очень отличается от городского, скажем так, и столичного, поэтому я считаю, что тут надо посмотреть каждый уголок этого острова. Ну а я, пожалуй, буду завтракать, прыгать своего коня и скоро ехать в аэропорт. Надеюсь, на рейс меня сегодня примут, у меня снова стендбай билеты. И надеюсь, что сегодня будет без приключений, не так, как с вылетом. И в итоге я добралась в Дубай без приключений. Ставьте лайк, если вам понравился Санторини, и до новых встреч. Пока!